Всем привет! Сегодня 21 августа, и я начинаю потихоньку черенковать свои цветочки, которые хочу оставить на следующий год, на следующий сезон. Погода резко испортилась, днем жара, ночью холодно. Со вчерашнего дня пошли дожди, поэтому я хочу сохранить свои цветы, чтобы на них не напал от погодных условий никакой клещ, никакие заболевания. В общем, сегодня я буду черенковать свою ипомейку. Буду черенковать колиусы. Смотрите, какие они у меня огромные. Красивые колиусы. Вот такие громадные. На днях буду черенковать свои петунии, которые хочу оставить. Некоторые сорта черенковать не буду, некоторые сделаю череночки. Также хочу начеренковать форзицию. Меня попросили сделать череночки форзиции. Она очень красиво цветет, ярко-желтыми цветами. Поэтому буду черенковать ее. Ну а сегодня ипомеи и колиусы. Первое, что я буду делать, это нарезать череночки. Берем, чтобы было 2 междоузлия. Ипомеи настолько неприхотливые растения, они черенкуются и в воде, и в грунте. Сейчас я все обрежу, все, что увижу, обрежу. Можно брать, вот смотрите, вот такая плеть, уже верхушечка обрезана. И можно брать, смотрите, вот одно междоузлие, второе, третье, ну где-то, может, сантиметров 10. Можно обрезать вот такой череночек, уже обрезанный. Из вот этих пазух пойдут новые отростки. Между стеблем и листьями пойдут новые отросточки, вот почечки. Вот такие тоже можно брать. Снимаем верхушечку. Примерно вот такой череночек. И ниже верхушечки можно тоже срезать. Ну, эту оставлю. Так, берем там 1, 2, 3. Ну, вот здесь примерно обрезаем вот такой череночек. И можно еще ниже, еще один вот такой. Эти ипомейки, которые я обрезала, они еще будут расти. Они пустят новые отростки и будут расти просто позже. Я их из этого кашпо пересажу в отдельные горшки цветочные. И они у меня будут стоять в доме. Это ипомейка триколор. И можно еще плеть обрезать. Вот такая плеть. Очень неприхотливые растения. Прорастают, дают корни на раз-два. И в грунте, и в водичке. Вот такую гору черенков я нарезала. И сразу же их обрабатываю. Колиусы будут следующие. Что мы делаем дальше? Это у меня ипомейка Pink Frost. Еще ее называют триколор. Обрезаю. Это у нас будет низ. Это верхушечка. Листья идут вверх. Обрезаем все нижние листья. Только аккуратно, чтобы не нарушить вот эти почечки, которые идут между стеблем и листиком. Листик вот этот можно не обрезать напополам, так как они будут укореняться у меня в водичке. И ставим в водичку. Корни появятся буквально на 4-5 день. Также второй череночек. Обрезаем нижние листики. Один листочек, 1-2 листочка всегда оставляем для фотосинтеза. Ставим в водичку. Вот этот ровненький, хороший череночек. Смотрите какой. Вот оставила 4 небольших листика и в водичку. Это ипомейка Pink Frost. Дальше у меня идет ипомейка White Lace Illusion. Также обрезаю нижние листики в водичку. Еще эту ипомейку называют полуночное кружево. Она, вот смотрите, какая ажурная, какая красивая. Темный лист
и такой как будто кружевной. Потому ее называют полуночное кружево. Ровненькие стебелечки, вообще очень красивая ипомейка. Дальше у меня идет ипомейка Light Green, такая тоже очень красивая. Салатный насыщенный оттенок. Вот оставила один для фотосинтеза. И в водичку. Похоже на кленовый, только такой насыщенный салатовый цвет. Дальше у меня идет ипомейка Black Heart. Ее еще в простонародье называют черное сердце. Злое черное сердце. Black Heart. И вот макушечные самые хорошие череночки. Они ровные, аккуратненькие. Вот такой оставила череночек. Следующая ипомейка у меня Lady Fingers. Такая стебель сам сиреневый, такой темно насыщенно сиреневый, а листья зеленые с фиолетовыми прожилками. Тоже очень красивая. И вот она у меня разрослась очень так мощно разрослась. Такие мощные стебли, мощные листья. Обрезаю, вот оставляю один листочек для фотосинтеза. Вот такой череночек будет. Эти все череночки я ставлю в водичку комнатной температуры. У меня водичка очищенная идет через фильтры, очищается. Все цветы укореняются очень хорошо в водичке, которая бутылированной, которая продается очищенная бутылированная вода. Вот этот череночек я сейчас посажу в грунт. Он будет в грунте пускать корни. Покажу, как укоренять ипомейку в грунте. Не в водичке, а в грунте. Оставляю этот череночек. Остальные привожу в порядок. В этой ипомейке очень много отростков. Много черенков нарезала. Мощная ипомея, очень красивое название. Я ее еще раз повторю вам. Lady Fingers. Красота в чем? В темном стебле и в зеленых листьях. Ну вот сочетание такое очень хорошо. Ипомейка укореняется, да и вообще все растения, не только ипомейка, все цветы укореняются в ивовой воде. Срезаете веточки ивы, заливаете водичкой и на сутки оставляете, ну как бы прокисать, эти веточки прокисать. Через сутки сливаете водичку и в этой водичке уже укореняете любое растение. Сейчас я вам хочу показать, как укоренять ипомейку в грунте. Я взяла вот такой 100-граммовый стаканчик. Обязательно дренажные отверстия. Землю в грунт не уплотняю. Проливаю хорошо водичкой, чтобы очень хорошо промок грунт, чтобы достаточно влажный был. Делаю отверстие. Вот даже водичка капает. Видите, как хорошо пролит грунт. Не бойтесь, лишняя влага стечет через отверстие. И останется только та влага, которая нужна растению. Вот взяли такой череночек. И вот эти листики я обрежу наполовину. Фотосинтез все равно останется. Но питание они не будут тянуть. Питание все пойдет на образование корней. Вот получился вот такой череночек с такими обрезанными листочками. Заглублять можно по вот эти первые листики, заглублять в грунт. Из вот этих почек, в общем, по всему стеблю могут образоваться корни. Заглубляем до самых листочков и придавливаем прозрачный стаканчик для того, чтобы видеть образование корней. В нем будет очень хорошо видно образование корней, насколько будут хорошие корни. Любой полиэтиленовый пакетик, любой, без разницы. Главное, чтобы был парниковый эффект. Завязываем, делаем парничок. Так это будет примерно выглядеть. Когда увидите, что появились корешочки, можно потихоньку пакетик развязывать, давать доступ воздуха в течение недели, там 5 минут, 10 минут, 20 минут и так далее, в течение недели. И после недели появления уже корешочка вы увидели, вы уже начали проветривать. Можно пленочку снять, и оно будет прекрасно развиваться дальше. Вот так выглядят мои помейки начеренкованные. Значит, водичка у меня отстойная, хорошая, пропущенная через фильтр.
Череночки нарезаны. В течение 5 дней они пустят корни. Этот череночек посажен в грунт. Грунт я беру универсальный. Ничем его не обрабатываю, не дезинфицирую, потому что грунт магазинный, и он уже обработан заводом-производителем. Если у вас свой грунт, если вы в свою садовую землю хотите почеренковать, значит, свою сад лучше обработать. Обработать можно фитоспорином, можно развести слабенький растворчик марганцовочки, пролить грунт, чтобы не было никаких бактерий. И вот так тоже можно начеренковать. Значит, кто как черенкует, кто как любит черенковать. Но я люблю черенковать в водичке, потому что я вижу, какие корни образовались. Как только образуются корешочки, и я увижу, что они такие жирненькие, упругие, я сразу же буду пересаживать их вот такие стаканчики. А сейчас пойдем заниматься колиусами. Ну а сейчас будем черенковать колиусы. Колиусы я буду черенковать 4 сорта, которые мне больше всех нравятся. В общем, берем отросточки. Вот смотрите, вот такой отросточек, срезаем его. Вот такой. Можно срезать макушечные, обрывать цветы обязательно. Потом их обработаем. И не бойтесь обрезать колиусы, так как, смотрите, из пазух, вот я на примере показываю, вот листочек, вот стебель. И из пазух между листом и стеблем идет уже новый отросточек. Вот он. Еще до конца лета, начала осени они еще будут расти. Так, еще какой-нибудь взять такой не очень толстый. Молоденькие отросточки берем, вот такие. Тоже, чтобы не было несколько междоузлий. Вот здесь у меня два междоузлия. На третьем я срезала. Можно брать череночки снизу растения. Они идут молоденькие, такие хорошенькие череночки. Следующий буду обрезать вот такой колиус, очень красивый. Бордовые, сиренево, коричнево-бордовые листья. Очень красивый колиус. Основные стебли, они уже такие мощные и загрубевшие. Их желательно не брать. Дальше буду черенковать вот такой колиус. Мне он очень нравится, очень тоже красивая расцветка. Обрезала я череночки, сейчас будем приводить их в порядок. Вот такой по высоте у меня череночек. Обрезаю нижние листья. Оставляю такую розеточку из верхних листьев и водичку. Точно так же обрезаю, оставляю макушечку. Сейчас разбираемся с этими черенками. И в конце видео я вам покажу, у меня уже есть пророщенные в водичке черенки колиусов. И вместе с вами я их пересажу в грунт. Обязательно, если есть цветы, обязательно убираем цветы, потому что они тянут очень много питания. Принцип я вам показала, сейчас все их переработаю и сразу же будем пересаживать уже укорененные черенки колиусов, которые проросли у меня в водичке. Сейчас будем пересаживать в грунт. Вот такие у меня уже есть укорененные череночки. Это очень красивый колиус, но он почему-то стал у меня пропадать, и я быстренько срезала 4 череночка. Он с такой ярко насыщенная зеленая окраска и бордовые вкрапления. Не сплошное бордовое пятно, а как точечки вкрапления. Очень красивый колиус. Поэтому я быстренько срезала череночки. Ну, где-то примерно, они у меня стоят 3 недели. Уже корневая очень хорошая, и уже пора их высаживать в грунт. Так, что еще хотела я по водичке сказать. Вот вы срезали череночки, поставили в водичку. И выпило растение до половинки водичку. Доливайте, новую доливайте. Не нужно промывать, не нужно сливать оставшуюся водичку. Просто долейте новой. Почему? Потому что растения, у них есть такое свойство. Значит, поставили их в водичку, и они выпускают в воду вот какое-то вещество, что оно способствует корнеобразованию. Если постоянно менять водичку, растение будет бороться, чтобы
чтобы взять из воды питательные вещества. Постоянно будет бороться и дольше будут образовываться корни. Я не могу сказать по-научному, как это все называется, у меня нет специального образования. Я рассказываю вам простыми словами. Значит, просто доливайте водичку, выпила растение водичку, долили новенькую, выпила опять долили новенькую. Грунт у меня универсальный. Все цветы, которые я проращиваю из семян, которые я пересаживаю, потом все делаю с универсальным грунтом. В общем, грунт с купленным грунтом. Он обработан уже. До половины набираю. Грунта набираю до половины стаканчика. Стаканчики беру прозрачные, чтобы видеть корнеобразование. И присыпаю корни землей. Сейчас немножечко в сторонку, чтобы вам видно было. Присыпаю грунтом. И немножечко утрамбовываю, чтобы корешкам было за что схватиться. Стаканчики пока беру небольшие. Когда корешочки станут побольше, заполонят весь стаканчик. И на дне уже вы увидите корни, пересадить в большую емкость. Отросточек. Этот отросточек уже выпустил цветок. Значит, цветочек нам нужно будет обломать. Обязательно. И смотрите, как образовались корешки на колиусах. Образовались на месте среза. И уже по стебельку, вот он, по стебельку тоже есть корешочек. Ставим в стаканчик и присыпаем грунтом. Немножко придавливаем и еще раз присыпаем. Череночки мы все пересадили. Проливаем водичкой. Немножечко проливаем, чтобы уплотнить грунт. И ставим такой воображаемый парничок. На первое время делаем парниковый эффект. Примерно на недельку, на полторы. И точно так же, как только увидите, что растение принялось, растет, выпускает новые листики, парничок снимаем. Сначала на несколько минут, а потом можно будет снять его вовсе. Вот так мы с вами сегодня начеренковали и помейку, начеренковали колиусы, пересадили колиусы в грунт. И помейку одну пересадили в грунт, будем черенковать в грунте. Что хочу сказать по температуре. Заносите в дом, черенкуйте в доме. Потому что в доме сейчас стабильная температура, на улице температура нестабильная. Ночи холодные, днем очень большая жара, очень сильный перепад температур. Поэтому черенкам очень тяжело будет укорениться. В доме сейчас температура стабильная. И поэтому им будет комфортно. Кто живет в северных районах, стабильная температура, и у кого есть лампы дневного света, можно вечером на пару часиков включать, ставить вот такие парнички под лампу, и пусть они развиваются под лампой. На этом все. В следующих видео буду черенковать пеларгонии, буду черенковать петунии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пусть ваши растения вас радуют. Всем пока!